Ну что, подарим себе кусочек счастья без переплат и без сложных ингредиентов. Тогда начнем. В кастрюлю поместим 2 яичных желтка. Их допустимо заменить одним целым яйцом. Добавим щепотку соли, 100 грамм сахара, а также 40 грамм муки. И 2-3 столовые ложки холодного молока. Все это следует тщательно размешать венчиком до однородного состояния, чтобы не было комочков. После чего можно смело добавлять все оставшееся молоко. Всего нам понадобится 300 мл. Отправляем кастрюльку на огонь заваривать крем. Варим на среднем огне, постоянно помешивая до загустения. Далее в еще горячий крем добавляем 80 грамм сливочного масла, нарезанного на небольшие кубики. Грамм ванильного сахара и очень желательно добавить немного рома или коньяка. Это придаст крему неповторимый аромат. Теперь мы его размешаем до однородного состояния. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите, мне будет очень интересно. Для более быстрого остывания я переливаю крем в сухую чистую емкость и накрываю пленкой в контакт. Накрывая крем пищевой пленкой, мы избежим образования корочки на поверхности. Крем останется гладким, без подсыхания сверху. Крем нужно хорошо охладить. Приготовим нежнейший бисквит. В сухую чистую миску разобьем 4 яйца среднего размера комнатной температуры. Добавим к ним щепотку соли и начнем взбивание на средней скорости миксера. Через 1-2 минуты яйца начнут светлеть и увеличатся в объеме. Продолжая взбивать, добавим 100-120 грамм сахара в 2 подхода. Если добавить сахар слишком рано, яйца плохо набирают объем. Взбивать нужно на высокой скорости 5-7 минут, пока масса не станет светлой, почти кремовой, увеличенной в объеме в 2-3 раза. След от венчика не должен сразу растекаться. Далее добавим 120 грамм муки. Для новичков или для подстраховки добавим 1 чайную ложку разрыхлителя. Это 5 грамм. Муку мы добавляем в 2 подхода. Ее желательно просеивать. Дальше важный момент. Бисквит выпекается в предварительно разогретой духовке при температуре 170-180 градусов 25-30 минут. Раньше времени открывать духовку и трогать бисквит нельзя. По истечении времени готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухой. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Дадим постоять ему 10 минут в форме, после чего достаем из формы и снимаем бумагу. Какой высокий, пышный, красивый, невероятно нежный бисквит получился. Тем временем крем остыл. Крем готов к использованию. В торте он стабилизируется еще больше, но мне захотелось его взбить до более пышного состояния. Приготовим пропитку. Я буду использовать 2 столовые ложки сгущенного молока и 100 мл воды.
Все это перемешаю до однородного состояния. Этот торт можно и вовсе не пропитывать. Бисквит здесь невероятно нежный, да и заварной крем сделает свое дело. Посмотрите, какой нежный и воздушный бисквит получился. Начинаем сборку торта. Выкладываем половинку бисквита и слегка пропитываем. Много пропитки я не рекомендую, чтобы торт не стал слишком мокрым. Далее выкладываем почти весь крем. Пару ложек я специально оставила для выравнивания. Разравниваем. Не забудем немного пропитать второй корж. И накроем им торт. Оставленным кремом, очень тонким слоем, я покрываю весь торт. Далее на паровой бане или в микроволновке нужно растопить 100 грамм черного шоколада, добавив к нему пару ложек растительного масла без запаха, и покрываем этим весь торт. Я сделала вот такие узоры. А верх покрыла шоколадной стружкой. Шоколад можно настрогать ножом или натереть на терке. Наш прекрасный торт готов. Все быстро, очень вкусно и бюджетно. Так что смело готовьте, сохраняйте рецепт и обязательно делитесь результатом в комментариях. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно.